Всем привет! Что-то сегодня был просто сумасшедший день, и времени почти 11. Я устал, короче, я что-то сегодня крайне сильно. Еду... Откуда я еду-то? С Крестовского вот на Петроградке сейчас. Еду, короче... Поставил точку к дому. Еду к дому, пытаюсь собрать заказы. Деньги нужны, работы много, сколько в такси не приходит людей, а работы все равно для всех хватает, потому что большой город и очень много людей перемещается в нем. Это я знаю не понаслышке. Что-то пока ничего не ловится, но я думаю, что-нибудь поймается. Еду по новому мосту Бетанкура, уйду на Уральскую, посмотрю, что там можно будет словить. В общем, если что-то поймаю, запишу вам, потому что целый день возил каких-то старушек с детьми, поэтому ничего интересного не было. Может быть, что-то под конец и словится. Посмотрим. Поймал заказ. Сколько раз в своей жизни я сказал фразу «поймал заказ»? Миллиона 3 раз, наверное. А может и 4. Что-то силы, правда, сегодня просто куда-то делись силы. Все куда-то делись силы. Вечер добрый на Ленинский. Да. Что так долго? Это в мне? Нет, сама с собой. Ну, я не знаю, может, вы по телефону разговариваете, я не вижу. А что долго? Почему долго? Ну, я прождала вас 20 минут. А, ну это не ко мне, это к программе, наверное, какие-то сбои, наверное. Точно не я. Я технику не контролирую. Что значит сбой? Программа показала 5 минут. Знаете, а мне сегодня программа показала голую женщину. Всякое бывает. Пить накануне меньше. Почему как таксист сразу пить? Нет, просто такая программа, она бывает глючит, как и вся техника. Поэтому все... Короче, это случай, когда вопросы к технике. Я здесь ни при чем. Мне как проложил маршрут, там 3 минуты, подача 3 минуты, я приехал за 3 минуты ровно. Если у вас есть претензии, можете в письменной форме Яндексу писать. В смысле вы приехали за 3 минуты, а я, значит, стою 20 минут жду? В смысле за 3 минуты? Вы мне будете всю дорогу мозг вынимать этим вопросом? Я без понятия. Ну, хотите в Яндекс, позвоните, поругайтесь. Вы, если не понимаете, я вам еще раз могу объяснить. Яндекс является посредником между вами и нами, у которого все концы к работе. То есть, вот, программа, время подачи, все остальное. Я хрен его знает, сколько вы там стояли. Вы могли полдня там простоять. У меня сил вообще нету с вами спорить. Да у меня тоже нет сил. Ночь на дворе, я стою, блин, одна. Я понимаю. 20 минут. Я понимаю. Жду. Хотите... Неизвестно чего. Хорошо, хотите еще постоять 20 минут? Я вас могу спокойно высадить, и вы будете ждать машину, которая приедет быстро. Я уже один раз пождала машину, которая приедет быстро. Хорошо, может 20 еще... минут. Я понял, можете еще попробовать подождать. Может, она быстрее приедет. Вы от меня-то сейчас что хотите? Вы мне будете мозг вынимать всю дорогу? Нет, вы так будете разговаривать со своей женой. Да вы сами начали так разговаривать со мной. Почему? До чего? И у меня реально ваша последняя поездка. Я не хочу с вами вообще общаться. Вот правда. У меня сил нет просто на это. Никаких. Вот давайте вы придете домой к мужу там, да, и будете с ним разговаривать. Вот это вы правильно сказали. Давайте мы придем домой к моему мужу. Вдвоем со мной? Да, который, кстати, мастер спорта по боксу. И вы с ним поговорите в таком тоне. Потому что с женщинами, я вижу, вы умеете прекрасно так говорить. А как с мужчиной, так сразу язык кое-где. Знаете, в этой машине меня кем только не пугали. Я всем рассказываю одну историю, и сразу все перестают меня пугать. На самом деле меня зовут Евгений Дональдович Трамп. Мой
мой отец работает олигархом и президентом в Америке. Знаете, он меня просто послал в Россию работать таксистом. Говорит: сынок, тебе надо нюхнуть настоящей работы, поезжай в такси, потом я тебя заберу, и все у тебя будет кайфово. И вот 40 лет не может меня забрать. Прикольная история. Ну, как бы, она, наверное, не такая шикарная, как ваша про мужа боксера. Ну, как бы, понимаете, мне вообще пофиг, кто у вас муж, вот правда. А если вы все-таки хотите продолжить дискуссию в таком тоне, то знаете, какой у нас есть вариант? Сейчас я вам объясню. У нас есть вариант следующий. Я остановлюсь здесь, да, высажу вас, и вы пойдете к своему мужу-боксеру пешком. Либо можете еще меня на руках понести к вашему мужу-боксеру. Да, потому что сам я не пойду. И мне абсолютно не страшно. Наверное, потому что я просто очень сильно устал. И на будущее, поверьте мне, вот, да, мужья-боксеры, и как человек, который сам имеет отношение какое-то к спорту, я вам скажу, когда вы, женщины, начинаете пугать других людьми, которые не хотят, чтобы ими пугали, это выглядит реально очень смешно, да. И я больше вам скажу. Вы представляете себе глупость ситуации, когда мы с вами поднимаемся к вашему мужу там, да, и вы говорите: дорогой Вася, Петя, этот таксист хамло, сломай ему челюсть. Ну, сломай ему челюсть. Я прошу тебя, сломай ему челюсть. Вы представляете лицо вашего Васи? Даже если он очень глубокий боксер, ему очень много били по лицу, он все равно как бы, ну, это будет немая сцена. И даже если предположить, что он мне сломает челюсть, он на следующий день уедет отдыхать в санаторий лет на 5. И вряд ли вам это тоже понравится. Поэтому прежде чем нести чушь, молчите лучше. И вообще не бесите меня, реально. Давайте доедем до вашего места и все, успокоимся. Потому что времени, блядь, 12 час. Я реально... Вот тоже о том же времени, 12 час. Я сижу Отлично. И слушаю тут ваш трёпач. Вот, непонятно. вот, потому что вы меня... Вы такси, вот, едьте и молчите. Я очень прошу вас, давайте сделаем так. Оп, и тишина. Ну вот оп, будешь своей жене говорить. Смотрите, очень символично. Красный свет. Выходите. Не повезу я вас больше. Устал я от вас. Поехали. Выходите, я говорю, не повезу вас. 20 минут ждала, поехали. Идите, подождете еще мужа, боксера, такси, 20 минут. Выходите, я под конец хочу до дома доехать в нормальном темпе. У нас в нормальном состоянии. У нас два варианта. Еще раз говорю. Либо вы замолкаете и выдыхаете, и я вам даже окошко открою, дышите вот туда. Вообще вот туда дышите и зовете мужа-боксера мысленно, да? Передаете ему, как в битве экстрасенсов, какие-то мысли. И все, мы едем тихо. Либо мы стоим здесь, и вы будете здесь до талого. Я вообще спать лягу до завтра. Будете со мной здесь спать. А я специально найду вашего мужа и скажу, что вы... точно не вот, собираюсь. что вы спали с таксистом в одном автомобиле. Выбирайте. Вот прямо сейчас мне скажите. Либо поехали. Замолчите. Ну, так вы замолчите. Трепетесь, по-моему, только вы. Я выходить не собираюсь и молчать не собираюсь на ваш трёпот. Это вообще позорный. Это как раз тот самый печальный случай, когда мне крайне не хочется, и у меня реально нет на это ни настроения, ни сил. Но мне приходится вот выходить, понимаете, и просить вас выйти более настойчиво. У меня было пару ситуаций, когда мне приходилось за шкирку выкидывать женщин, меня потом совесть мучила. Но я в любом случае... Смотрите, остановка трамвайная. Вы давайте вашу руку. Ну пусть на трамвае руку ездит, давайте. кто хочет. Я села в такси, ждала 20 минут и никуда не Смотрите, пойду. у меня еще есть вариант, у меня есть вода. Я сейчас открою и буду поливать вас, пока вы здесь не утонете. Понимаете? Давайте. Вот уж шлепок. Давай, Я выйду. Давай. Но не думай, что это так останется. Да, вот встань остановочку вот там. Да. Сиди там, позвони мужу-боксеру. Будешь потом, вот именно с ним и будешь потом разговаривать.
Как утомительны в России вечера. Я не хочу разбираться в патологиях вот этих всех моментов, что там критические дни, предпенсионный возраст, отсутствие каких-то эротических переживаний, я не знаю. Я не хочу в это вдаваться, я хочу домой спать. Почему я не могу, блядь, поездку закончить? Не закончить. Почему я не могу взять нормального пассажира? Женщины, пожалуйста, не будьте такими. Мы вас любим, не таких. Держите себя в руках и контролируйте. И тогда у вас будет все отлично. Любящий муж, возможно, боксер, приятный таксист и быстрая поездка. Потому что если... И заканчивайте, короче, вот этой дребеденью заниматься. У меня, знаете, это какой-то комплекс с детства. Типа, бля, мой папа круче твоего, там, да, он твоего папу побьет. Там, ну, как бы, ну, вот эти вот все мерение письками, не тем мериться надо, понимаете? Вот если бы она мне сказала, у меня муж олигарх, он, блядь, вот так возьмет пачку, сука, $100 и вот так тебя, блядь, закидает ими наглухо, ну просто, блядь, засыпет насмерть. Вот это было бы круто, мне кажется. А мужем-боксером, сука, уже никого не удивишь, блин. Надо мужьями-олигархами удивлять. Но, сука, жены олигархов не ездят в экономии. Ладно, всем приятной ночи, мне тоже пора спать. Но если ты смотришь это утром, то, конечно же, не приятной ночи, а приятного доброго утра. Язык заплетается, поеду порожняком. Хорош на сегодня работы и всяких куриц, из которых даже бульон не сваришь. Пока.